Всем привет! В этом ролике я вам покажу наше мощное обновление с автоторговлей. То есть любые торговые боты теперь могут торговать прямо на графике в реал-тайм. Вы открываете просто график, запускаете наш терминал, открываете любой интересующий вас инструмент, торговый бот, нажимаете кнопку «Запуск» и погнали. Бот сам будет зарабатывать за вас, вам остается просто смотреть и наблюдать. Опять же, это инструмент-помощник, о котором многие партнеры нас так давно просили, мы наконец-то это добавили на сайт. Также в этом ролике я проведу полный обзор всей нашей экосистемы, расскажу, что, где, как находится, для того, чтобы вы могли к этому ролику, к этой инструкции в любой момент вернуться, посмотреть, как, что устроено, то есть куда, какие кнопки нажимаются, найти все ответы на вопросы и, конечно же, начать обучаться и зарабатывать. Обязательно ставь лайк под видео. Подписочка, все как всегда, по классике. Сразу перехожу, потому что это будет долгий ролик, полезный ролик, поэтому обязательно смотри его до самого конца, чтобы ничего не пропустить. С чего начинается любая работа? Торговля. Конечно же, с перехода на сайт. Когда перешли на наш сайт, вам не нужно переходить никакие лишние теперь телеграм-боты, в котором будем там вас заспамливать, как это делают сейчас все. Я вообще стараюсь, я противник того, чтобы спамить бесконечно и пытаться людей там сподвигнуть к какому-то действию. Нет, кому надо, тот получает инструмент. Кому не надо, идите, пожалуйста, в сигнальные команды, где вам дают непонятные инструменты, непонятные, которые как работают, где нет обратной связи. Нельзя пообщаться с разработчиками, с админами, с владельцами, с трейдерами вообще пообщаться, и которые просто держат вас, в тумане где-то там. У нас же инструмент полностью прозрачный. Когда вы становитесь нашим партнером, то есть нажимаем на сайте кнопку «Подключиться бесплатно». Далее вам инструмент задает вопрос: да, я ваш партнер. Если вы уже в нашей команде, то вы, конечно, просто входите в свой профиль. Все легко и просто. Если вы еще не наш партнер, то вам нужно нажать кнопку «Нет», создать партнерский аккаунт. Почему партнерский? Потому что, когда вы регистрируетесь у нас, автоматически создается аккаунт на бирже Pocket Option. То есть автоматически создается аккаунт и на бирже, и у нас. То есть один доступ к двум аккаунтам. Когда вы создали аккаунт, вы можете, конечно же, поменять пароль. То есть мы вам сами сгенерируем пароль, вы его просто меняете. Мы ваш пароль, если что, не знаем. Он автоматически генерируется в реал-тайм прямо здесь на терминале, то есть на окне регистрации. То есть он прямо здесь генерируется один раз и один раз показывается вам. Все. То есть мы его видеть не можем. Затем вы можете сменить пароль и переходите в свой личный кабинет. Я сейчас захожу в свой личный кабинет, свой профиль и дальше продолжаю вам рассказывать. Все, я зашел в свой личный кабинет. Вы же, когда зарегистрировались, стали партнером, обязательно переходим на биржу Pocket Option. То есть, во-первых, для чего? Для того, чтобы проверить свой доступ, то есть ваш e-mail, ваш пароль, подходит ли он к аккаунту, то есть все ли в порядке. Просто зашли, авторизовались. Это первое. Второе, нажали на свою аватарку, переходим в раздел «Профиль». После этого обязательно проходим верификацию вашего аккаунта, то есть заполняем ваше имя, фамилию, обязательно английскими буквами пишем, прописываем их, заполняем свой e-mail, он у вас точнее уже будет заполнен, подтверждаем его, то есть на вашу почту придет письмо подтверждения, обязательно верифицируем e-mail. Далее вводим свой номер телефона, дата рождения, то есть обязательно вам нужно верифицировать свой профиль, потому что это все-таки финансовый инструмент, и ваш аккаунт должен закрепиться за вами, чтобы вы в дальнейшем не могли потерять деньги, то есть не потеряли деньги и могли подтвердить, что вы являетесь владельцем данного аккаунта. И проходим обязательно верификацию по паспорту или там по дополнительному документу, который будет вам предложен. Обязательно нужно пройти эту верификацию. На этом работа именно с торговой платформой Pocket Option можно закончить. То есть некоторые продолжают работать, кто-то продолжает торговать на данной платформе. Что же делаю я? Я просто могу закрыть данную платформу и перехожу в наш торговый терминал. У нас есть два инструмента: Enigma и Spectre Charts. На Enigma сейчас время уделять не буду, это у нас достаточно старый инструмент, один из первых наших торговых инструментов, торговых ботов, о котором я уже рассказывал в одном из предыдущих роликов. Я вам оставлю ссылочку, где-то вот здесь вот ее закреплю, вы можете перейти, посмотреть, ознакомиться, для тех, кому это интересно. Сейчас же буду рассказывать про наш инструмент Spectre Charts, но перед этим я хотел бы заметить и обратить ваше внимание, что мы запустили свою академию трейдинга, то есть академия по Signals. Вы можете также перейти по ссылке, изучить, ознакомиться, что это такое. Это не просто какая-то книга, которая там продается за большие деньги, или какие-то видеокурсы, где вы ничего не понимаете. Это текстовая инструкция, состоящая из 100 уроков в 14 разделах. И бесплатная, совершенно бесплатная для всех наших партнеров. Если вы не наш партнер, то вы можете также перейти в академию, нажать кнопку «Обучаться бесплатно», присоединиться, стать нашим партнером. Все, вы получите доступ ко всей нашей экосистеме. Можете ознакомиться с лендингом, то есть что здесь написано, что вы получите. Обязательно
после каждого раздела, который вы проходите, вы проходите тест. То есть здесь автоматически тестирование. Когда вы проходите какие-то уроки, вы автоматически обучаетесь, проходите где-то интерактивные тренажеры, смотрите какие-то обучающие материалы, то есть все это изучаете. 100 уроков написаны мною лично отредактированы, выстроены по порядку. И, собственно, с чего начать новичку? Любому новичку, который хочет начать заниматься трейдингом, конкретно на бинарных опционах, просто рекомендую пройти обучение, чтобы уже было понимание, что, как, где устроено. У нас устроен AI-поиск, то есть вы задаете какой-то сюда вопрос, вам искусственный интеллект подсказывает, в каком уроке этому можно обучиться, найти знания. Если вы сюда какой-то бред напишете, конечно, он вам не будет выдавать. То есть здесь он стандартно вам уже даже предлагает какую-то базу. Или же с чего начать. Вы прям так и пишете, с чего начать, и получаете ответ. То есть сейчас я это не буду делать, вы просто переходите и ознакомливаете. Все ли интуитивно, легко и просто. Если же вы не понимаете какие-то термины определения, у нас есть также в глоссарии все термины определения. Сейчас же я перехожу в наш терминал, торговый терминал SpectraCharts, нажимаю кнопку, из чего начинается вообще совершенно вся работа в торговом терминале. То есть вы зашли, увидели там свой, например, демо-баланс или же реальный баланс, то есть вы можете переключать. Не хотите показывать или чтобы кто-то увидел ваш баланс, вы можете его скрыть. Можно отсюда у нас прямо через наш сайт пополнение делать. Можно точно так же нажать кнопку «Заказывать выплаты» и... То есть всю работу проводить через нас. Если же, конечно, у вас Pocket Option, биржа запросит верификации, какие-то дополнительные вопросы, поддержку вам будет писать, все это будет прилетать на ваш аккаунт Pocket Option. То есть уж такую личную информацию конфиденциальную мы не можем использовать, поэтому и не будем использовать. Поэтому все, что то есть, разрешено, у нас есть. То есть пополнение, вывод денег, все это доступно. Далее, что мы делаем? Любая работа начинается с добавления экранов. Просто что сделать? Нажимаем на новый экран, затем нажимаем снова экран, и у нас, видим, добавляются новые активы, новые экраны. Но вы скажете, они с одинаковыми приписками, то есть евро, USD, OTC, то есть все одинаковое. Все верно. Для этого нам необходимо настроить теперь свой торговый терминал. То есть я открываю много экранов, у вас может быть другой вид, например, у вас может быть вот такой вид. Давайте я вам покажу, чтобы вы не терялись, не пугались. Он может быть сеточный. Страшного в этом ничего нету. То есть я вот лишнее закрываю, я нажимаю экраны добавляются. Все. Добавил 15 экранов, то есть одновременно можно добавить 15 активов на один график. Следующим шагом, вот вы видите, теряетесь, не понимаете, что делать, не пугайтесь. Всему свое время. Мы этот инструмент разрабатываем уже суммарно, практически 2 года, то есть 1,5 года, даже больше 1,5 лет. И, конечно, мы уже знаем, где какая кнопка находится. Все новички, кто приходит, сначала теряются, но уже буквально через 1 день начинают понимать, что к чему, куда нажимать, что делать. Чтобы не теряться и вот эти вот огромное количество экранов вас не пугало, нажмите настройки в левом нижнем углу, если у вас такой вид экрана. На смартфоне немножко вид отличается, там меню будет снизу. Далее нажимаем здесь терминал, и мы нажимаем либо мобильный вид, либо боковая панель. Я рекомендую боковую панель, если у вас в экран все влазит. То есть, если у вас большой монитор, то все у вас поместится. На большом экране у нас уже стал более компактный режим, и мы уже видим, что у нас один график, у нас нету перегруза. Замечательно. Далее нажимаем настройки. Смотрите, я что выставляю. Есть тип рынка. Вы можете выбрать разные типы рынка. Торговать, например, на всех типах, то есть это реальные форекс активы, которые торгуются 5 дней в неделю, и которые торгуются как раз сейчас на мировом рынке. То есть это реальный биржевой рынок. Либо можете включить внебиржевую торговлю, которая доступна для наших партнеров как раз таки, и которая доступна на Pocket Option. То есть все то же самое. Включаем, например, OTC и видим только OTC активы. Видим также категория валюты криптоакций. То есть мы добавили сюда самые высокодоходные категории активов. Например, я включаю все. Пусть будет, давайте не все, давайте OTC оставим все. Далее я включаю доходность. Какую я хочу доходность видеть? У меня тип аккаунта VIP, поэтому у меня доходность высокая, повыше на 92%. У вас может при таких настройках ничего не отобразиться. Поэтому давайте для начала поставим 83 и здесь 82. Что это означает? 83, то есть вы будете видеть активы вот здесь в этом списке, у которых доходность выше 83%. Доходные активы, то есть выгодные активы. И если актив доходность его упадет ниже 83%, он автоматически будет перетекать, то есть переходить
в раздел пониженной доходности. То есть, давайте я вот так открою, вам покажу. Да, 51, вот, включил 54%, вот он, ушел в низкодоходные активы. Для того, чтобы вы не могли открыть на нем сделку. Смотрите, я открываю сделку, и мне предупреждает, что низкая доходность не открывай. Я либо принимаю, либо отменяю сделку. Все. Замечательно. То есть сделки будут у вас открываться без проблем на всех зеленых активах, которые подходят под ваш тип аккаунта, у которых хорошая просто доходность. Переходим далее в настройки. Здесь я включаю всегда уникальные пары. Что такое уникальные пары? Вот я включил, затем перехожу в терминал и здесь настраиваю. Внизу массовые действия. У вас должно быть включено массовые таймфреймы и массовые скрипты. То есть для новичков по дефолту это все, что нужно знать. Далее включаем цвет свечей, например, классика, яркие свечи, TradingView, выбираем, какие вам удобны. Есть партнеры, которые монохром используют, им это комфортно, это хорошо. Далее закрываем окно. И что я делаю? Для чего я включал уникальные пары? Смотрите, я нажимаю переключение активов вправо, и у меня автоматически все активы стали разные, то есть нету повторяющихся активов. То есть у нас все активы стали уникальны. И когда мы включили с вами массовые действия, мы массово управляем всеми активами, то есть массово переключаем. То есть все делаем массово в моменте. Отлично. Следующим шагом переходим в настройки. Далее, что мы здесь можем настроить? Таймер закрытия свечи. Мы можем вот этот таймер, вот он у нас на фоне, включается, отключается. Кому-то он не нужен. Можем показать сетку, можем выключить. Сетка — это то, что у нас отображается на фоне. Для того, чтобы наглядно видеть какие-то уровни, уже визуально видеть. Не просто сплошной фон, а как раз-таки вот эту сеточку видеть. Надеюсь, на записи будет ее видно, потому что она такая бледненькая, ненавязчивая. Следующим шагом мы включаем «Показать горячие клавиши». Что такое горячие клавиши? Когда я нажимаю горячие клавиши, мы можем увидеть быстрые какие-то действия, что можно делать. Просто, например, переключать таймфреймы. То есть я нажимаю 1, у меня массово на всех активах включается 5 секунд. Нажимаю 2, массово на всех таймфреймах включается 15 секунд. Нажимаю 3, 30 секунд включается, видим. То есть на всех таймфреймах происходят одновременные действия, массовые действия. Включаю 4, у меня включился М1. Отлично. То есть здесь очень много, на самом деле, у нас массовых действий. Рекомендую изучить, это в дальнейшем поможет вам в работе. Перехожу снова в настройки. Здесь видим масштаб по умолчанию зум. Что такое? Это как раз таки зум графика. То есть кому-то хочется, чтобы, например, всегда крупный график был. Например, можно включить стандартный крупный и отступ справа сделать, например, маленький отступ справа. Или же сделать большой отступ справа. То есть вы полностью теперь настраиваете терминал так, как вам удобно. То есть это наше как раз сейчас глобальное обновление, которое вышло прям буквально накануне перед записью данного ролика. И здесь все кастомизируется, практически все можно настроить. Можно свои цвет свечей настроить, как вам удобно, то есть делается все, что угодно. Далее переходим в раздел «Звук». Здесь мы можем включить звуки, то есть это звуки сигналов на торговых ботах. То есть если вы активируете бота, в котором есть сигналы buy-sell, то есть он говорит вам купить, продать. Вы активируете эти звуки, выбираете уровень громкости и, например, выбираете какой-то звук. Пусть будет такой. Далее. Нажимаем вот эту галочку «Не воспроизводить звуки при низкой доходности». Что это опять же означает? Это означает, что когда у вас какой-то актив со сниженной доходностью, например, там понизилась доходность, и по нему приходит сигнал на покупку-продажу, чтобы вы не слышали эти уведомления, не слышали эти сигналы, они будут вас отвлекать. Вы будете слышать только у графиков с высокой доходностью. Думаю, вы все поняли. Следующий шаг. Что у нас есть? У нас есть инструмент также массовые действия. Это то, что мы с вами ранее включали. Мы можем в моменте уменьшить, увеличить совершенно все графики одновременно. Это очень хорошо, наглядно видно в терминале в режиме сетка. Я просто уменьшаю, я отдаляю, и все графики у меня одновременно приближаются, отдаляются. Если я хочу его сбросить к дефолтным настройкам, стандартным настройкам, которые мы вот здесь с вами указали, я нажимаю кнопку «Сбросить зум». И он забрасывается до настроек, которые указаны здесь. Если я настрою, то есть мелким его, и, к примеру, я все увеличу актив, этот вот так увеличу, этот сюда увеличу, этот сюда, я нажимаю «Сбросить», и все у меня приходят к единому виду. Очень хорошо. Возвращаю крупный режим, закрываю. Следующий шаг. Что можно сделать? В таком режиме массовые действия у нас находятся слева в панели. Нажимаем вперед, нажимаем назад, все 15 графиков в моменте переключаются. Возвращаюсь к удобному виду, более компактному боковой панели, чтобы не было перегруза. Что у нас можно делать? Можно разрисовки различные делать. Например,
различные наклонные линии, различные трендовые линии вы можете посмотреть. Вы можете делать разрисовки каких-то эллипс, к примеру, да, ну, вдруг кому-то это нужно. Вы можете, например, делать какие-то построения Фибоначчи, цену, то есть движение цены смотреть, то есть насколько она прошла на графике. Можно рисовать кастомно что-либо на графике, да, ну, понимаем, то есть это не для рисунков, это для того, чтобы визуально себе что-либо расчерчивать. И можно одновременно удалить рисунки, например, на каких-то парах, или же там все рисунки на графике, бам, удалили, то есть на одном активе. Либо все, совершенно все удаляется, соответственно. То есть полностью кастомизируемые действия, цвета рисования, все можно настраивать. Следующее. Что нужно новичку понимать? Нужно понимать, как настраивается и что такое время. Время – это время экспирации. Бинарный опцион – это не классическая торговля. Когда вы открываете сделку, вы ее не можете принудительно сами закрыть. Открыв сделку, например, на 1 минуту, через 1 минуту она закроется автоматически. То есть это таймер, время экспирации. Таймер экспирации, получается, таймер сделки. Мы, например, на 1 минуту вот открываем там купить или же там продать на демо-счете. Я сейчас вам все показываю, естественно. Все. У нас остается 56-57 секунд до окончания сделки. Они отображаются на графике. Что примечательно, все сделки моментально уходят на биржу Pocket Option, то есть они все в автоматическом режиме открываются как раз таки здесь, моментально. Какую сумму вы укажете на нашей платформе, например, пусть это будет $100, нажимаем купить, все, автоматически на $100 открывается на бирже. Вам не надо вводить сумму здесь $100, вам не нужно переходить на биржу Pocket Option, тут прописывать $100, или хотите открыть на $300 на нашем терминале, здесь прописать, вот здесь прописать там $300, не надо этого делать. Все, работаем в одном торговом терминале. Он разрешен, одобрен биржей Pocket Option. То есть мы официальные партнеры биржи как раз таки Pocket Option. И мы поэтому можем открывать все эти сделки. Но не надо здесь дублировать и вводить тут, там. То есть туда-сюда теперь скакать, как это было раньше. Мы долго к этому шли, долго этого добивались. Теперь мы можем это делать. Замечательно. Сделки тут какие-то, видим, закрылись в плюс, демо-сделочки, отлично, замечательно, 1 минус, 1 плюс. Сейчас вот еще тут демо-сделочка у нас в работе, все, неважно, пускай дорабатывает. Следующее, что можно сделать, флажок. Переключаем режим флажок, и это время закрытия сделки прямо здесь пишет, то есть это не фиксированное время, а это на оставшееся время. Например, если мы открываем сделку как раз-таки до оставшегося времени, то есть я, например, там на $300, да, купил, всего лишь сделка на 7 секунд открылась по таймеру вот этому, то есть по таймеру синхронизируется время. Также можно регулировать, то есть выбирать минимум до закрытия, сколько плюсовать к оставшемуся времени, например, 15 секунд, то есть сделка может открыться на там 20 секунд и там, допустим, ну, то есть до 20 секунд, получается, она открывается. Плюс 30 секунд к оставшемуся вот этому времени прибавляется. То есть плюс M5, это значит, что к вот этому времени прибавится вот это время. Все. Либо можно свое кастомно указать, там время какое-то, там, плюс 3 секунды к сделке приплюсовать, там, плюс 2 секунды, сколько вам нужно. То есть все можно делать так, как вам удобно. Следующий раздел – это сумма сделки. В это поле мы вводим сумму сделки, на которую хотим открыть. То есть, например, там, на $100 или же на 10 там, рублей, смотря какой у вас тип счета. Выбираете, например, не демо, а реал и переключаете, к примеру, здесь на USD на рубли. То вы будете видеть у нас здесь тип счета, соответственно, в вашей валюте. То есть, что выберете, то здесь и будет отображаться. Сейчас я работаю с долларами, то есть в долларовом счете. Поэтому здесь у меня указывается в долларах. То есть и демо, и реально у меня в долларах. Все. То есть здесь мы указываем сумму сделки, там, $10 или там, если у вас в рублях 80 рублей. Я думаю, с этим все понятно. Что есть еще? Есть вот такая настройка кнопки в панели. Что это за кнопки? Это автоматический множитель для того, чтобы подставлять можно было. То есть мы прописываем множитель, например, 2,2, закрылась у нас первая сделка в минус, мы нажимаем просто множитель и умножаем сумму сделки. Все, это работает, это будет работать. Единственный нюанс важный. На демо-счете у нас ограничение суммы сделки установлено $2000. Ну, к сожалению, так нам сделали. Ну, вот просто у нас такое ограничение, такой лимит есть на демо-сделке $2000. Все, единственное ограничение. И также пользуемся, там, допустим, уменьшением. Далее есть лимит суммы сделки для тех, кто не хочет потерять много денег. Например, что вы боитесь, что лишний нолик наберете или 2 нолика, просто ограничьте себе, например, там, на $800. В моем случае, да, $800 я сделал ограничение. И как бы я ни старался, я не превышу эту сумму. 2000 ввожу,
я не могу открыть сделку, потому что сумма сделки $2000 превышает установленный лимит $800. То есть мы заботимся о ваших счетах, мы не хотим, чтобы вы теряли, мы наоборот хотим, чтобы вы зарабатывали, потому что когда выгодно вам, выгодно и нам. То есть мы не просто так разрабатываем. То есть если вы будете хорошо работать, хороший оборот делать, то мы будем, естественно, да, получать какой-то процент. То есть мы же не просто так дополнительно разрабатываем, мы сами работаем, даем возможность нашим партнерам и, конечно, да, себе какой-то бонус тоже должны иметь, получать. Но это логично, потому что это реально в буквальном смысле месяцы бессонных ночей. Это не бессонные ночи, а это месяцы бессонных ночей. Далее мы переходим к следующему типу настройки. Давайте я вам покажу. Сделки открыты и закрыты. Но все элементарно просто. Все открытые сделки отображаются здесь в списке, все закрытые сделки, последние теперь 50 у нас сделок, автоматически подгружаются, отображаются в списке здесь. В скором времени добавим, чтобы автоматически запись шла в торговый менеджер, то есть в дневник трейдера. Давайте пойдем по пути, так сказать, следующий шаг. Как раз таки, раз я уже затронул торговый менеджер, у нас есть такой менеджер, который помогает вам проводить свои торговые сессии. Что это значит? Это значит, что когда вы открываете торговый менеджер, вам не надо никакие Excel-очки там где-то отдельно вести на стороне, да, вы все в одном терминале, мы уместили, старались максимально интуитивно, просто понятно делать. Это торговый менеджер, который сам подсказывает вам, какая следующая сумма сделки у вас будет. К примеру, давайте, вот у меня сейчас демо-счет, да, USD, я специально демо показываю, потому что это лишь обзорный ролик. Сегодня мы еще с вами поторгуем на реальном счете, откроем несколько сделок по автоботу, автоторговля, и это уже чуть дальше будет, да, поэтому обязательно смотрим до конца. Напоминаю, все ссылки в описании. Например, я в торговом менеджере включаю мартингел, есть мазаньела стратегия, каскадный мартингел, свободная стратегия. Свободная стратегия — это очевидно, то есть все, что хотим, то и делаем. Просто она для того, чтобы мы автоматически производили записи всех наших сделок в торговый менеджер. То есть для этого нужна торговая стратегия, то есть, прошу прощения, в дневник трейдера, чтобы все записи шли. Отключаем текущий менеджер. Далее перехожу, например, в Martingale, потому что я по нему работаю. Пусть первая сумма сделки будет $80. А в рублевом счете это, давайте, 80 рублей. Представим, что это 80 рублей, потому что минималочка сейчас на бирже 80 рублей. И, к примеру, допустим, максимальная сумма сделки, здесь у нас $4122. Если мы на 6 шагов, мы можем выставить большее количество шагов и рассчитывать, то есть насколько у нас шагов хватит нашего депозита или какая сумма нужна для такого-то количества шагов. То есть все здесь интуитивно просто рассчитывается. Можем указать себе, например, цель 5%, после которой сессия автоматически завершается и не дает вам торговать. Ну, то есть закрывает менеджера и говорит: все, цель достигнута, пожалуйста, отдохни. Ну, типа того, да. Есть стоп-лосс. То есть это когда вы достигаете, например, минус 6% от вашего депозита, сессия автоматически останавливается. Значит, нужно сделать перерыв. Поэтому, как бы, я еще для чего рекомендую вам перейти в нашу торговую академию, для того, чтобы вы внимательно знакомились, изучили. Здесь вся психология, все расписано. Вы можете посмотреть шаг за шагом по 14 разделам, что вас ждет впереди. То есть психология — это немаловажный фактор, немаловажная часть вообще торговли, вообще жизни трейдера. Поэтому торговый менеджер как раз-таки вас сам останавливает, то есть если вы выставите эти настройки. Также вот он множитель, то есть стандартный, который будет подставляться у вас, то есть автоматически все вы настраиваете здесь, один раз настраиваете, и все вам здесь будет в торговом менеджере помогать, подсказывать, например, какая следующая сумма сделки. Запускаю менеджера, давайте, пусть будет начать сессию, и мы видим, сейчас у нас Martingale активирован, нажимаем на название, и у нас открывается менеджер. И показывает шаг. Первый шаг, например, там, второй шаг, третий, четвертый, пятый, шестой шаг. Если мы нажмем на перекрытие, то есть вошли в первую сделку, к примеру, и понимаете, что у вас сейчас будет минус. Нажимаем перекрытие, автоматически сумма сюда подставляется. Все, следующую сделку открываем. Там, например, ну сейчас у меня сделка еще не завершилась, поэтому я уже на опережение пошел. Вам подставится новая сумма, потому что сейчас идет по факту первый шаг. Эта сделка вне шага открыта у меня уже, то есть лишняя сделка. И автоматически вам помогает по шагам переходить. Все, неважно, как сделки сейчас закроются, я здесь торговый менеджер закрываю, завершаю, поскольку мы переходим к следующему шагу. Календарь экономический. Что такое экономический календарь? Это то, что помогает трейдеру в будние дни обходить стороной опасные ситуации, опасные новости, то есть высокой и средней важности. Это новости, которые могут влиять на мировой рынок, которые при неблагоприятном, так скажем, исходе вы ждете, что график будет идти наверх, а здесь же прогноз, например, там на понижение совпадает, что,
будет, короче, цена падать, так скажем, просто простыми словами, цена будет падать. И вы входите в рынок, там начинается высокая волатильность, начинает каждую сделку вашу срезать и выносить. Для того, чтобы этого не было, мы изучаем как раз-таки экономический календарь, смотрим, в какое время у нас какие новости, например, по Канаде, по британскому фунту Великобритании в 22:00 новости. За 30 минут до, 30 минут после торгуем. За 30 минут до завершаем свою торговую сессию, и 30 минут после вот этой новости не торгуем, даем немножечко цене определиться с направлением, смотрим, в каком направлении цена идет, куда она движется, и только потом начинаем включаться в работу и отрабатывать. То есть обязательно используем в работе экономический календарь, если вы работаете с Форекс активами. Если же вы работаете с OTC активами, то новости здесь влияния никакой не оказывают. Здесь идет алгоритмические, алгоритмы брокера, совмещенные с трейдерами, которые прямо сейчас вместе с вами торгуют на этой бирже. То есть это называется внебиржевая торговля. Внутри биржевая, так скажем, внутри Pocket Option эта торговля происходит. Плюс алгоритмы платформы. Также нажимаем на название актива. Здесь мы выбираем криптовалюты, акции и выбираем реал или же OTC рынок. То есть все, что здесь есть. Конкретно реала на криптовалютах и акциях нету. К сожалению, почему-то, я не понимаю, почему не добавляют, но вот есть реал и OTC на валютных активах. Нажимаем на таймфрейм, то есть на M1, и здесь мы видим тип графика. Свечной, Heikin Ashi, то есть выбираем тот тип графика, который вам нужен, и выбираем таймфрейм, на котором вы хотите работать, от S5 до H1. Скоро мы переключимся к автоторговле, но сейчас мы переходим к немаловажному разделу, это скрипты. Это торговые инструменты, которые помогают как раз таки анализировать графики. Сейчас у меня есть боты, есть индикаторы. Все, что находится в моих скриптах, это ваши скрипты, боты-индикаторы. У вас здесь будет по нулям. Вот здесь это будет по нулям. У вас будет доступен каталог, активные скрипты и клонировать скрипты. У вас будет каталог. Переходим в каталог. Здесь есть рекомендуемые индикаторы, то есть торговые боты, которые уже используют наши партнеры, которые вообще зарекомендовали себя, которыми больше всех пользуются, которыми сами я лично пользуюсь. То есть это рекомендуемые. Далее у нас есть все скрипты, то есть мы нажимаем «Показать еще» и можем выбрать что-то из того, что есть. То есть это лично я добавлял данные скрипты для того, то есть они проверены в работе, да, какие-то могут быть сейчас с ошибками, то есть здесь может плашка вылезать вот в правом нижнем углу, что с ошибкой они открылись, постепенно все будем исправлять, потому что у нас свежее обновление, все, к сожалению, успеваем за раз сделать. Далее, выбираем какой-то себе скрипт, например, там нажали, давайте я что-то другое добавлю, пусть будет флип, но не от меня, вот, допустим, Flip Core 1.6, вы нажимаете кнопку в избранное, все. Добавили в избранное. Далее здесь вы можете увидеть сам код скрипта, если хотите, можете его взять, доработать, переработать, улучшить, где-то ухудшить, как вам удобно. И видите историю версий. Здесь версии нет, потому что это первая версия данного скрипта. Если трейдер, то есть данный автор этого скрипта, будет какие-то обновления вносить, то есть он будет дополнять что-то, удалять, исправлять, здесь будут меняться версии обновлений. То есть как на GitHub. Кто знает, что такое GitHub, тот поймет. Кто не знает, вам не надо. Знаете, просто вы будете знать, что сейчас стоит самая версия, последняя, и вам пора обновиться. То есть надо удалить и заново добавить, и все, и вы будете пользоваться новой версией скриптов. Далее, смотрим. Мне прямо здесь написано, чтобы запустить скрипт на графике, откройте избранный, нажмите на него. Открыть избранное. Вот оно, избранное. И вот этот бот. Я просто нажимаю на него, и он открывается у меня, вот он, на графике. Флипбот, все замечательно, вот даже сигнал какой-то пришел на бай, на покупку. Я нажимаю активные скрипты, правой кнопкой мыши по графику нажимаю активные скрипты. Вот он, Flip Core. Что за кнопку удалить? Если мы откроем сразу несколько различных каких-то графиков, то есть индикаторов, ботов, он удалит сразу все с графика, то есть это быстрое удаление всех инструментов, потому что этого очень не хватало, это за раз прям все удаляют, потому что некоторые партнеры бывают 10, там 20 добавят индикаторов, не понимают, что делать, и по одному же это долго, сложно, бам, нажали кнопку, все очистилось. Либо по одному наводим на данный инструмент, допустим, и удаляют только один. Или же, например, наводим на инструмент, нажимаем настройки, видим все настройки данного скрипта. Супер, замечательно, все интуитивно, легко и просто. Следующая возможность, что можно сделать, я добавляю какой-либо скрипт. Давайте, пусть это будет мой отредактированный скрипт FlipCore версии 2. Что я с ним делаю? Я нажимаю также настройки, давайте FlipCore, нажимаю настроечки,
Видим, у меня здесь теперь есть параметры, стиль и худ-карточка. То есть мы сделали удобное распределение. Все, что относится к параметрам работы бота, к стратегии, к визуальному вот этому оформлению, точнее не визуальному, а вот стратегии, статистике, все редактируется в разделе параметры. Есть стиль, то есть мы можем задать стиль, настройки цветов. Редактируем цвета, смотрим, что меняется, правим под себя. И худ. Что такое худ? Это вот эта самая карточка, которую мы можем теперь редактировать. Позиционирование поменять, отступы какие-то поменять. Тримвога, винрейт, то есть уведомление красным будет светиться, например, если, например, винрейт там ниже какого-то процента. Вы сами решаете какого. Размер шрифта, все можно устанавливать. Можно отключить карточку, сохраняю, карточки больше нету. То есть у нас теперь полностью новые скрипты становятся кастомизируемыми. То есть как хотим, так и настраиваем. А еще есть интересная вещь, которую мы только добавили. Например, я ставлю экспирация, пусть баров там будет 3 минуты, какую-то я стратегию подобрал и хочу поделиться с вами, там, с партнерами. Или же вы хотите с кем-то, с другом там, или со своим товарищем поделиться. Нажимаете кнопку, видим, проект, значение по умолчанию стоит, отлично. Нажимаем кнопку, плюсик, сохранить как. Что это такое? Мы нажимаем стратегия, я, например, пишу стратегия из ролика для примера. Бам! Я нажимаю кнопку «Создать». И видим, у меня сейчас появилась стратегия из ролика для примера. Я просто нажимаю 3 точки. Я нажимаю «Поделиться». То есть я хочу поделиться этой стратегией. Видим, код скопирован. То есть код этой стратегии скопирован. Я просто отправляю ее в чат или же там в Telegram, в мессенджер своему другу и говорю: открой такого-то бота. Вот, Flipcore версия 2, говорю, например, зайди потом в настройки и нажми кнопку 3 точки импортировать пресет. Сюда вставляем этот самый код и жму импортировать. И настройки сразу применяются, то есть все настройки переносятся. Если вы вдруг, конечно, там бывает такое, не в тот бот подставите случайно этот код, то есть другой бот подставите. Давайте я даже покажу на практике. Удаляем предыдущий Flipcore, давайте, перехожу вот в этот бот, нажимаю настройки, и я хочу импортировать пресет. Нажимаю импортировать, этот код относится к другому скрипту, то есть вы не ошибетесь, то есть можете смело теперь перекидывать настройки друг к другу без проблем, без потери их в качестве, функциональности и не боясь, что что-то сломается. То есть все будет работать автоматически, интуитивно, просто понятно. Да, я понимаю, все в голове это не удержишь, все не запомнишь, даже у меня это не сразу откладывается. Все получится не сразу, не с первого дня. Даже я это все не с первого раза понял, не все невозможно. Все за раз узнать, все за раз понять. Поэтому все знания постепенно к вам придут. Следующим шагом, что еще делается на графике? Есть вот такая штучка, у нас называется клонировать скрипты. К примеру, вы какие-то индикаторы повесили на график, допустим, давайте я вот так сделаю, закрываем часть графиков. У меня есть вот на Marathon Digital Holdings какой-то индикатор, да, там пусть вот он, бот, какой-то бот. МПХЕ, который называется. Я беру, добавляю новые экраны. Давайте новые экраны добавляю. Я их делаю уникальными, переключил. И видим, что часть графиков у меня без этого бота. Что делать? Я нажимаю «Клонировать скрипты». Видим, у меня сейчас есть скрипты как раз таки. Давайте не так сделаем немножечко. Вот, я открываю график, на котором у меня уже есть какой-то индикатор. Я нажимаю «Клонировать скрипты» и отсюда клонирую на все графики. Все. Теперь на всех графиках у меня есть этот бот, то есть я автоматически его перенес, то есть он разом перенесся на все графики, то есть клонировался. Далее, что можно сделать? Скопировать актив, если вам это необходимо, либо если у вас горячая клавиша активна, нажимаем кнопку C на клавиатуре, и у вас актив скопирован, вот он, видим, скопирован, я просто на клавиатуру жму кнопку C. Следующее есть у нас закрепить пару, то есть она закрепляет актив, который вам нужен постоянно в работе, и вы не хотите, чтобы он у вас переключился случайно, то есть чтобы он не менялся. Также можно любой экран сделать пометкой, например, добавить флажочек, что вы, например, здесь ждете сигнал, просто красным себе пометили. Здесь пометили синим, что здесь вы ждете другой какой-то сигнал. И быстро можно сбрасывать так пометочки. Убираем. И здесь убираем, открепляем. Замечательно. Нажимаем правой кнопкой мыши. Как раз таки есть развернуть актив, если вы хотите увидеть его на всем графике. Или же на клавиатуре кнопка F, английская F. Это очень удобно в режиме, когда у нас открыт терминал в режиме сетка. То есть мы на любой актив наводим, он у нас подсвечивается, видим, фиолетовым цветом. Нажали F, увеличили. Нажали F, увеличили. Быстро проанализировали. Нажали F, увеличили, проанализировали. Все интуитивно, легко, просто. Следующий шаг, переходим к очень важному, очень крутому, это автоторговля. То, чего нет ни у кого.
более. А если у кого-то есть, это все неинтуитивно, непрозрачно, непонятно, по каким стратегиям они там работают, непонятно, по каким стратегиям открывают сделки, они просто херачат их и открывают за вас все. Вы не можете управлять, вы можете только нажать кнопку старт, стоп, все, и якобы выбираете какую-то стратегию. Ноль прозрачности, ноль. Мы для того и разрабатываем наш торговый терминал, чтобы все было прозрачно, чтобы вы могли контролировать, чтобы вы держали под контролем каждое действие, каждый свой шаг. Нажимаем авто. Видим важный момент. Вас предупреждают, нет запущенных скриптов. Если у вас на графике нет никаких скриптов с сигналами, важно, чтобы с сигналами, которые рисует buy-sell и отображают вот такие колокольчики, как у меня справа, то вы не сможете запустить автоторговлю, это логично. Поэтому я перехожу в скрипты, как раз таки, выбираю в каталоге скриптов то, что мне интересует, для наглядности, для того, чтобы просто понять, как это работает. Вы можете запустить из рекомендуемых, которые я как раз таки сам тестировал, отрабатывал, Flipcore V2.ru. Я добавляю у себя его из каталога, вот он появился на графике. Следующим шагом, что я делаю? Если вы хотите, чтобы ваш бот автоторговля работал на M1 графике, то есть анализировал M1, то оставляем здесь M1. Если хотите, чтобы он работал на, допустим, 5 секундках, как это я на тестах вчера делал, партнерам в чат скидывал просто свои результаты, тот, кто наш партнер, может посмотреть, также можете перейти на Telegram, в мой Telegram-канал и посмотреть результаты, которые я скидывал. Вот сейчас они перед вами на экране, то есть я вчера там разжигал мангал элементарно, да, и у меня уже автоторговля шла. Вот она, вот они результаты, вы можете сейчас их увидеть на экране. То есть за вчера там, ну по факту я, по-моему, больше заработал, по-моему, $3000 заработал просто только на тестах, 406 сделок, да, $2672, это то, что я сюда зафиксировал. Я на самом деле не все подряд скидываю в чат, потому что, ну, сам работаю потихонечку и как бы, ну, периодически делюсь информацией, да, такой. Нажимаем теперь авто, то есть на S5. Очень много звуковых сигналов, я просто отключу настройки, для того, чтобы они не раздражали, не мешали звук, и выключаю, все. Потому что сигналов на S5 очень много. И почему оставляю S5? Для того, чтобы наглядно вам показать, как это все устроено, как это работает и что на что влияет. То есть я хочу, чтобы у меня график анализировался S5. Или же, например, вы хотите там M15, чтобы анализ был, и только на 15 минутках открывали сделки. Тогда ставьте себе M15, пожалуйста. Ставлю S5, открываю авто. Затем выбираю тип счета, на котором будет торговля. Давайте сразу буду торговать на реальном счете. Сейчас у меня $32 000, $32 338. Далее выбираю скрипт сигнала, то есть Flipcore. Если у вас будет несколько инструментов, выбираете только один инструмент, чтобы не было каши, чтобы бот работал и вообще алгоритм работал стабильно. Выбираем только один инструмент. Бам, Flipcore версия 2.ru я выбрал. Следующий шаг, я выбираю стратегию, по которому работать. Сейчас здесь доступно два типа стратегий. Фиксированная сделка, то есть всегда одна сумма, не увеличивается она, всегда только фиксой бьет, например, там по 80 рублей и всегда будет по 80 рублей открывать. Если же я открываю Martingale, то я настраиваю Мартин. В скором времени мы добавим сюда другие типы стратегий, сейчас это в работе, это в новом обновлении все будет у нас. Первая сделка. На сколько долларов открывать? Пусть будет это у нас, давайте $50, давайте на $50 первую сделку откроем. Коэффициент 2,2, то есть на сколько умножаем следующую сделку? На 2,2 или же там 2,1, 1,3, то есть 3. Как вам удобно, выставляете здесь коэффициент. Вы можете навести, вопросик нажать и посмотреть. Далее, максимум шагов. Я поставлю, давайте, 8 шагов, поскольку я вчера уже тестировал, и это риск на сессию $12 000 у меня будет при моем депозите, сколько там у меня, $32 000, да, вполне приемлемо, ну, грубо говоря, треть от моего депозита. Далее выбираем открытие сделки на следующей свече или же сразу по сигналу. В чем разница? Как только вот прям первый сигнал на доли секунды появился, сделка тут же будет пытаться открыться. То есть бот открывает по первому совпадению, по первому сигналу на одном из 15 активов. В моем случае 15, у вас может быть меньше открыто. И на следующей свече, если сигнал сохраняется, бот должен открыть сделку на следующей свече. Например, здесь сигнал сохранился, бот откроет только на новой свече. То есть это логика открытия. Сейчас некоторые моменты мы еще не отработали, починим, доработаем, все будет работать как часики аккуратно. Вот на следующей свече немножечко с багами открывается. Сразу по сигналу я выбираю, я так тестировал. Экспирация, вы выбираете, на сколько открывать сделку. На 1 минуту, там 3, 5 минут, 30, час, или же сами выставляете время, на сколько
сколько открывать сделку, я выбираю 5 секунд. То есть 5-секундная стратегия. Как бы это жестко не звучало, но это у меня вчера работало. Сейчас мы проверим, как это будет работать прям буквально. Закроем с вами 10 сделок. Давайте всего лишь 10. Это максимум сделок. То есть максимум сделок, но может быть чуть больше за счет догонов. Минимальную доходность, на которых открываем. То есть 80% или там 84% ставим. То есть бот будет открывать тогда сделки на всех активах, у которых доходность 84% и более. Я давайте поставлю 92%. И все. Здесь мы видим максимальную прибыль. То есть, что значит максимальная? Если бот каждый раз будет до 8 шага доходить, то тогда вы заработаете максимальную сумму сделки. Если же бот не будет доходить до максимального шага, то заработаете, соответственно, ну, чуть меньше где-то у вас будет. Давайте запустим. Запускаем на реал. Все, у нас бот пошел в работу, и прямо в реал-тайм видим, сделки начали открываться. И давайте просто понаблюдаем, как это работает. Что еще важно знать, я вам просто сейчас покажу. То есть, кстати, в реал-тайм, да, вы можете посмотреть, прямо сейчас на покете открываются сделки. Вот они прямо здесь открываются на нужную сумму. Сам бот делает догоны. Есть вот такой вот прицел. Что он означает? Этот прицел автоматически вас фокусирует на активе, на котором сейчас идет отработка. То есть, все в автоматическом режиме. Вот видим, сделки открываются, я немножечко отвлекся, камера у меня тут перегрелась. Все, видим сделки, бам-бам-бам, открывается уже 6 из 10 сделок идет. 4 победы, 3 минуса, то есть 4 плюса, 3 минуса. Уже заработано $205, пока я тут отвлекался, пока я с вами разговаривал. Вот это, если мы отключаем прицел, то у нас сделки будут открываться просто в фоне и нас не переключают сюда. Надо нажимать каждый раз название актива. Нажимаем прицел, все замечательно. Нажимаем стоп, мы поставили на паузу. Захотели, остановили бот, все, он не будет работать, все, он говорит, камон, окей, мы отработали, братишка, $297 тысяч заработали. Все, настолько легко и просто. Да, все настолько легко и просто. Нажимаем продолжить, и бот добивает оставшиеся сделки. Ему осталось всего 2 сделки закрыть для того, чтобы выйти, уже наконец-то завершить торговлю. Вот видим, был минус. Сейчас он уже сделал 10 сделок, но он не остановится, пока не добьет до плюса. Вам нужно это понимать, поэтому по факту сделок может быть чуть больше. Шаг сейчас вот он. Все, был второй шаг, достигнут лимит сделок, автоматически торговля закончилась. Пока я вам просто показал этот короткий 10-сделочный тест, 11-сделочный, да, получается, мы заработали $349. Я считаю, это отличный результат. Здесь у вас будет просто лента отображать последние 50 сделок, вы можете смотреть, переключаться, изучать, где какие сделки, как отрабатывали. В дневник трейдера, напомню, пока что это не записывается, в дальнейшем это будет записываться, будут делаться записи. И перехожу к самому последнему шагу, это создание собственных торговых скриптов. Сейчас я нажимаю просто здесь крестик «Закрыть», чтобы мне сбросить автоторговлю и, например, заново перезапустить. И создание скриптов. Что это значит создание скриптов? Это вы можете сами любые скрипты с TradingView перенести к нам. То есть для начала копируем вот этот промпт, переходим в любую нейросеть, например, DeepSeek версии 4. Далее включаем здесь в DeepSeek экспертный режим и DeepThink, то есть это умный режим, который сам думает, эксперт, так скажем. И отправляем данный промпт просто сюда в чат. Он поможет вам создавать правильно написанные скрипты и адаптировать любые, например, там с TradingView скрипты, которые не адаптированы для нашей платформы. Там, если PineScript, у нас JavaScript и помогает перенести. Давайте думающую модель выключим, просто ждем от нее результат. Все, видим, нам нейронка задает, какой индикатор, то есть что мы хотим делать, на какой панели, mine сепарат. Мы говорим, хочу создать торговый бот с сигналами buy, sell по логике. Далее описываем логику. Buy, покупка, если такие-то условия, такие-то, например, там MACD пересекается, стохастик пересекается снизу вверх, значит сигнал в buy. Сигнал, например, там sell, если MACD пересекается сверху вниз и стохастик сверху вниз в зоне такой-то, то это сигнал будет sell. То есть вы прописываете здесь свою стратегию. Далее отправляете эту свою стратегию боту, он выдает вам готовый код. Сейчас я это не буду делать, это потому что достаточно емкий процесс, достаточно долгий, могут быть какие-то ошибки всплывать, нужно будет исправлять, и это вообще тема для отдельного ролика. Так это выглядит, то есть вот я вам открыл уже готовый бот, это как раз Flipcore версия 2. Вот так выглядит скрипт. Мы, когда ставили сюда код, который нам нейросеть выдал, нажимаем «Проверить». Автоматически происходит проверка на ошибки. То есть бот автоматически у нас прямо сайт запускает тест стратегии на 200 свечах и выявляет проблемы. Если какие-то проблемы есть, он прямо здесь пишет «Проблема такая-то, нужно исправить». Вы копируете проблему, отправляете в нейросеть и говорите «У меня вылезла такая ошибка, исправь».
и нейронка вам исправляет. Опять же, конечно, я буду рекомендовать платные нейронки, потому что они умнее. Например, это же Cloud Code, Codex, это ChatGPT Pro, в нем как раз-таки есть кодекс, Cloud Code, любая платная нейросеть, пусть там Gemini клиент, и вы туда отправляете, там пишете инструменты. Они очень умные, они грамотно пишут это, быстро исправляют, и они не глючат так, как это делают, конечно, в бесплатной версии. Далее, мы видим, какие параметры по данной стратегии, то есть мы видим все параметры сразу уже в предпросмотре, какие есть стили, какие худ-карточки, что можно редактировать, 57 параметров редактируемых. Далее мы видим версии, какие сейчас версии. Например, 18 часов назад была первая версия, сейчас, уже вторая она по факту. И сейчас есть версия третья, то есть уже переписана. Нажимаем здесь описание, видим, что у нас здесь проделано. Все, нажимаем сохранить скрипт. Готово. То есть, когда вы сами пишете, там еще у вас, конечно, вылезет окошко, комментарий надо оставить. То есть, что изменено было в скрипте, только потом сохраняете. В принципе, думаю, я охватил практически вообще все, что только можно. Вы можете, например, даже использовать шаблоны какие-то уже стандартные, просто стандартные шаблоны, посмотреть, как все это устроено, как это работает, возможно, использовать для обучения нейросетей данного шаблона, то есть данным шаблоном. Надеюсь, у вас все получится. Если будут какие-то вопросы, обязательно задавайте их в комментарии под этим роликом, да, он такой емкий, долгий получился. Если вы наш партнер, пожалуйста, пишите в наш чат, будем вместе дорабатывать, делать это самым лучшим, самым мощным инструментом на рынке, а не все копии, пародии, которые нас подражают, которые пытаются даже слово в слово на самом деле копировать, которые даже не удосуживаются элементарно своей головой подумать, которые даже не удосуживаются наши скрипты переделать под уникальный вид, просто подчистую копируют у нас визуал, интерфейс, идеи, все у нас почастую забирают. Поэтому думайте своей головой. Мы, так скажем, первопроходцы в данной тематике. Наш инструмент уникален вообще на всем рынке мировом для бинарных опционов. Обязательно с вас лайк, подписка на канал. Просто желаю вам много денег, зарабатывайте много, присоединяйтесь, еще больше точно заработаете. Обязательно увидимся в следующем ролике. Пока-пока.